Где живет Санта-Клаус? В Лапландии. И у него вместо лошадей олени. Кто такой Дед Мороз? Не знаю. У Деда Мороза шубка, которая до ног. А у Санта-Клауса кофта. А где он живет? Не знаю. То, что Санта-Клаус выходит в дом через трубу. А Дед Мороз? А Дед Мороз... Не знаю. Where is the home of Santa Claus? Не знаю. Понятно. А кто тебе больше нравится? Дед Мороз или Санта-Клаус? Дед Мороз. Куда он ложил подарки? Под елочку. А где он живет? Где живет Санта-Клаус? На Северном полюсе. Pôle Nord, mais je sais pas comment on dit ça en anglais. North Pole. North Pole, North Pole. Почему на лапочке? По колено. Tervetuloa Lappiin. Welcome to Lapland. Кто-то зимой отправляется исключительно в жаркие страны, поближе к солнышку и морю, а кто-то предпочитает снег и морозы, и этот кто-то – это я. Да ужаса, все красиво-то. Если вы хотите почувствовать покой, ощутить на себе силу первозданной природы и окунуться в настоящую зимнюю сказку, то обязательно приезжайте в финскую Лапландию. Здесь есть отели на любой вкус, и многие из них оборудованы так, что северное сияние вы можете смотреть прямо из своей комнаты. Но так как отели я не очень люблю, поэтому я сняла домик в коттеджном поселке рядом с лесом. Раваньеми – это самый большой город Европы, который находится рядом с полярным кругом и в котором живет настоящий Санта-Клаус. Боже, здесь очень-очень красиво, но ужасно холодно. Это здесь зимой солнце появляется всего на пару часов, и это здесь почти каждую третью ночь можно наблюдать небесное чудо – северное сияние. По колено. Ой, елочки, как же здесь холодно. Доброе утро. Между прочим, на улице 10 утра. Трудно, да, в это поверить? Посмотрите, как темно. Сейчас мы поедем в деревню Санта-Клауса, а потом мы поедем кататься на оленях. Ребят, на самом деле Лапландия не такая уж и холодная. Допустим, сейчас на улице всего лишь -2. Я думаю, иногда даже в России намного холоднее, чем здесь. Снегоходные трассы – это полноценные дороги со своими правилами. Зачастую в лесу по дороге можно встретить снегоходную полицию. Is it river? Patrice, maybe you will drive? Oh, it's okay. Давай, you, because I'm very scared. Съездить в Финляндию и не побывать в сауне – это, наверное, преступление. Кстати, здесь их больше, чем автомобилей. У меня было два варианта – сходить в сауну или понежиться в жарком джакузи посреди заснеженного леса. Поэтому я выбрала все два. Что, елочки-иголочки? Ready, steady, go? Ну вот как тут отказаться от прыжка в снег? Тем более погода так и шепчет.
моя лапочка. Здравствуй. Ждешь нас? Красавчик. Олень – это символ Лапландии. Количество этих животных здесь равно количеству населения. Не удивляйтесь, если вы где-то будете гулять и встретитесь с ними. Здесь это абсолютно обычное явление. Если ждете катания с ветерком, то это точно не по адресу. Наши друзьяшки еле плетутся. Но зато по дороге можно рассмотреть местные пейзажи. И опять по традиции, после сафари мы отправляемся на чаепитие, которое проходит в финской Чуме. Кстати, здесь представительница древнего народа саамов, а по совместительству хозяйка наших оленей, расскажет нам старинный рецепт саамского хлеба. Она такая сладенькая. Как домашняя булочка. Очень вкусно. Покатушки днем это слишком банально, тем более мне очень хочется увидеть северное сияние, поэтому для поездки я выбрала ночное время. В финском лесу ночью далеко не Таиланд, но меня это совершенно не остановит. Тем более организаторы сафари предоставляют специальную термоодежду. Мои лапочки. Красотки. Наш путь проходит через заснеженный фантастический лес, но, если честно, хаски несутся с такой бешеной скоростью, что вообще не успеваешь все осмотреть. Ой, ребята, это такой кайф. Вообще, надо обязательно хоть раз в жизни попробовать катание на санках, на хаске. Почему-то наш инструктор остановил собак и попросил посмотреть на небо. И буквально на несколько секунд, в общем, смотрите сами. Да, это было оно, северное сияние. Но с 1965 года начала свою историю Санта-Клаус-Виллидж. Здесь царит невероятная волшебная обстановка. Повсюду слышны новогодние мелодии, детский смех. На сегодняшний день на ее территории вы можете посетить дом миссис Клаус, хаски-ферму, оленью ферму, Санта-почту, перешагнуть через полярный круг, ну и, конечно же, встретиться с добрым волшебником в Санта-офисе. Большой снежный вам привет из-за полярного круга. Не верите? Это правда за полярный круг. Смотрите, Arctic Circle. Если мы стоим здесь, мы еще находимся до полярного круга. А сейчас я нахожусь за полярием. Ладно, хватит лирики, давайте уже пойдем и встретимся наконец-то с Санта-Клаусом. Кстати, вход в Санта-Клаус офис, как и в саму деревню, абсолютно бесплатный. Смотрите, какая милота. Это правда реальные рисунки деток, которые присылают Санта-Клауса и просят подарочки. Он из России, из Кореи, Китая. Его портрет печатают на всех сувенирах и главных обложках местных журналов. Его имя знают почти все жители планеты любых возрастов. Его популярности позавидует любая мировая селебрити. И именно ради него сотни тысяч туристов приезжают в финскую Лапландию каждый год. В детстве моя мама сказала, что Санта-Клауса Деда Мороза не существует. А я вам докажу, что Санта-Клаус существует. Вообще-то там нельзя фотографировать, но я как-нибудь постараюсь это сделать. А у вас какие? Is it real? Yes, of course it is. Правда настоящая борода? Can you please say Доминик с Новым годом? Ой, О, Доминик. Доминик.
Happy New Year. also. Happy Dominic. Dominic. Yes. Dominic. Happy New Year. From Santa Claus. Thank you so much. Yeah. I remember Dominic is a good boy. Good boy. Я видела настоящего Санта-Клауса. Не думала, что встреча с Санта-Клаусом у меня вызовет столько огромных эмоций. Я просто безумно счастлива. На этой прекрасной заснеженной ноте мы завершаем наше путешествие по сказочной Лапландии и увидимся в следующей стране. Пока-пока!